Добрый день, уважаемые зрители и подписчики моего канала. В этом видео я расскажу вам о топ-10 товаров, на которые на этой неделе на Алиэкспресс были самые выгодные цены. Естественно, что этот топ-10 я выбирал исходя из собственных интересов и предпочтений. Тем не менее, я думаю, что вам эти товары и цены на них будут интересны. Также отмечу, что я старался подбирать хорошие интернет-магазины, хороших продавцов, которые заслуживают доверия по моим оценочным суждениям и моему опыту. Также цены были подобраны в интернет-магазинах, где бесплатная доставка, поэтому можно сказать, что эти цены, которые будут указаны в видео на товары, они являются конечными, и никаких скрытых доплат вам делать не нужно. Также отмечу, что данные цены актуальны на данный момент, на момент съемки этого видео, и возможно будут еще актуальны в течение нескольких часов и возможно нескольких дней. Но далее цена может измениться в большую либо даже в меньшую сторону, но все-таки, как правило, цены меняются в большую сторону. Поэтому, если вы хотели что-нибудь купить и цена вам действительно приглянулась, то рекомендую вам не затягивать и выполнить покупку. Далее все ссылки на продавцов эти товары будут представлены в описании к этому видео. Итак, что же начнем? И первым, с чего мы начнем, это будет мобильный телефон, смартфон, лидер продаж. Он продается в очень больших количествах. Это у нас Poco M6 Pro, который можно купить за $139 в голубом исполнении. При этом вы получите телефон с 8 гигабайтами оперативной памяти, вы получите 256 гигабайт постоянной памяти, вы получите хороший качественный AMOLED дисплей с частотой обновления 120 Гц, хорошую качественную камеру, NFC для бесконтактных расчетов, мощную батарею в 5000 мА, а также быструю турбозарядку в 67 Вт. Отличный телефон, рекомендую. Плюс этот телефон покупал я сам, поэтому поверьте мне, за эту цену это очень и очень хороший выбор. Далее следующим товаром в нашем списке будет товар, продукт, произведенный компанией DeTow-Boss. И это у нас инвертор, причем инвертор очень крутой, очень качественный. У меня на него есть обзор, можете посмотреть. Этот инвертор работает с аккумуляторными батареями 12 и 24 вольта. Он может автоматически определять напряжение батареи, что удобно, и вы можете гибко конфигурировать вашу автономную электросеть. Этот инвертор работает очень тихо. Этот инвертор почти не нагревается, ну относительно мало нагревается. Этот инвертор может похвастаться постоянной выдаваемой мощностью при 12 вольтах в 120 Вт, при 24 вольтах он выдает 2400 Вт. Да, его цена дорогая, это $98, даже учитывая скидку, но это очень качественный инвертор, один из лучших, которые мне попадали в руки, можете посмотреть видео. Далее продолжим. Третьим товаром в нашем списке будет популярное зарядное устройство для аккумуляторных батарей. Это Faxur FPT 250. Он продается уже давно, эта модель известная, уже, наверное, в продаже год. Продажи в количестве 1000. Он поддерживает все основные виды аккумуляторных батарей, начиная от свинцово-кислотных обслуживаемых, обычных дешевых, и там продолжая AGM батареи, гелевые батареи и даже литий-железофосфатные батареи. Он поддерживает зарядку аккумуляторов 12 вольт и 24 вольта, при этом максимальный ток зарядки в 25 ампер поддерживается при зарядке 12-вольтовой аккумуляторной батареи. В цену в $39 это очень хорошее предложение. Рекомендую покупать, если вам нужно зарядное устройство. Также у меня есть обзор на этот
Это зарядное устройство. Кроме обзора его возможностей, есть еще и разборка этого устройства. Можно посмотреть на качество сборки этого устройства изнутри. Следующим в нашем списке будет тоже зарядное устройство, умное зарядное устройство, но от другого производителя. Это у нас производитель HTRC. Это зарядное устройство также поддерживает зарядку 12-вольтовых батарей и 24-вольтовые батареи, поддерживает аккумуляторы разных типов, снова таки начиная от обычных свинцово-кислотных обслуживаемых и продолжая гелевые, AGM, и также поддерживает зарядку литий-железофосфатных батарей. Но у этого устройства чуть меньше максимальный ток зарядки. Здесь у нас 20 ампер. Вот, и максимальный ток зарядки придерживается при 12 вольтах. При 24 вольтах будет максимальный ток зарядки в 10 ампер. Тоже рекомендую это устройство к покупке. $36. У меня есть обзор на это устройство, есть видео, где я его разбираю. Можно оценить качество сборки и исполнения, поэтому, если нужно, покупайте. Идем далее. Пятое место. Это у нас для любителей процессоров и пользователей процессоров Intel Xeon i5. Это всем известный бренд Huanaji и одна из самых крутых, самых навороченных и продуманных и успешных материнских плат для процессоров Xeon i5 третьего и четвертого поколения. И это у нас Huanaji X99 F8. Это крутая материнская плата, поддерживает всю линейку процессоров V3, V4, поддерживает 4-канал память DDR4, как обычную десктопную, так и серверную. Максимальный объем памяти оперативной здесь максимальный. Это 256 гигабайт, это намного больше, чем у многих других. Это у нас здесь используется хаб Intel C612, профессиональный хаб именно для серверных процессоров. Здесь у нас хороший чип для звука. Вот. Ну и в принципе в целом хорошее исполнение материнской платы. Рекомендую. Да, дорогая цена, $97. Но оно того стоит. Далее идем. Это у нас процессор Intel Core i3-12100F. Это процессор для тех, кто хочет собрать максимально современную платформу, максимально современный компьютер на базе сокета LGA 1700. Это у нас процессор 12 поколения, $50-60. Это у нас Core i3-12100. Это то, что стоит покупать, вот если действительно хотите новую платформу. Это достаточно мощный процессор за свои деньги. Он хорошо себя показывает в любых бытовых задачах, в том числе и в играх, и в сочетании с какой-нибудь видеокартой. Там 3060, 40, 60, 30, 70 и будет себя достойно показывать. Поэтому, если будете собирать компьютер что-нибудь поновее, это вот старт, с чего можно начать. Далее у нас тоже представитель процессоров Intel. Это тоже процессор 12 поколения. Intel i5 Core 12400F. Этот процессор получше, помощнее. У него больше ядер, чем у 12100F. При этом этот процессор дает нам намного ощутимо большую производительность при разнице в цене, ну, приблизительно там $25-30. Поэтому, если у вас есть $25-30, хотите собрать современную платформу, этот процессор будет вашим выбором. Идем далее. Ну и, наверное, один из самых мощных процессоров, представленных на платформе AliExpress. При этом это процессор 14 поколения, процессор 24 года. Это у нас Intel Core i5 14400F по цене в $140. Разница между первым процессором Intel, который я рекомендовал для современных сборок 12100F, и этим
где-то $80. Ну, если у вас есть $80, то в принципе лишних долларов, то этот процессор стоит купить. Это прекрасный процессор за свои деньги. Двигаемся далее. Далее у нас веб-камера. Она уже довольно старая модель. Это Logitech C920i. Это фактически стандарт для веб-камер. Лучшую веб-камеру из брендов не Logitech сложно найти. Вот, можно найти только дешевле и близкую по качеству и в цену в $48. Это хороший выбор для новой веб-камеры, если она вам нужна, необходима. Обеспечивает съемку в качестве Full HD, обладает хорошим микрофоном, обладает хорошее качество съемки, хорошая картинка. Есть в наборе программное обеспечение, необходимое для работы, все от Logitech. Можно скачать все драйвера и необходимое программное обеспечение с фирменного сайта компании Logitech, или Logi, там у них немножко поменялся бренд. Вот, поэтому рекомендую вам эту веб-камеру, если она вам нужна. Далее и последний товар в нашем списке, 10-й товар, это снова продукция для процессоров Intel Xeon i5 3-4 поколения. Это бренд Honanji, это материнская плата Honanji X99QD4 всего за $54. Это материнская плата упрощенная, она не такая навороченная, как, допустим, X99F8, но при этом джентльменский набор, необходимый для раскрытия процессоров Intel Xeon i5. Все есть на борту, 4 канала, PCI-экспрессный слот, поддержка DDR4, серверная, обычная десктопная, можно подключить SATA-шное M2 устройство, есть выходы там USB, все, что нужно в этой материнской плате есть, поэтому если вы не хотите переплачивать, то эта материнская плата прям для вас и в такую цену вообще идеально. Что ж, на этом этот топчик за эту неделю подошел к концу. Надеюсь, информация вам была интересна и полезна. Поэтому прошу вас подписаться на мой канал и поставить лайки, если вы не сделали этого ранее. На этом спасибо вам еще раз. Всего хорошего. До свидания.